Добрый вечер. Сегодня необычное видео. У нас в Мерсине самое-самое холодное время наступило. И сейчас уже вечер, плюс 6 градусов у меня в машине показывает. Вот. И если у турецких граждан спросить, то есть они говорят, это время, когда выпадает в горах снег. И всегда, когда снежный холод, как правильно если перевести, они называют это снежным холодом. То есть с гор, говорят, снежный воздух. И поэтому чуть-чуть холодно, плюс 6. Это будет там неделю, может, 2, и мы как раз поедем. Поехали прямо из Мизитли в сторону гор. Видите, мне здесь нравятся сосновые, как сосновый бор, то есть сосновые деревья. То есть здесь можно найти хорошие виллы, хороший чистый воздух. Летом чуть меньше жары, чем нежели в самом Мерсине. Вот здесь я хотела провести свадьбу, но потом выше поднялись, там ресторан в горах был. Если кто-то хочет приехать и провести свадьбу здесь, мы обязательно поможем, то есть мы такое любим. Видите, в лесу можно и украшают полностью под природу. Из новостей могу сейчас сказать то, что у нас изменения в ценах квартиры, недвижимость стала намного дороже, продукция, то есть там можно заметить то, что значительно повысились цены на питание и на все остальное. Видите, мы уже выехали из Мерсина. И аккуратненько продвигаемся в сторону гор. Здесь будут виражи. Мне нравится в Мерсине, например, то, что каждый день я могу любоваться видом на море. И для разнообразия мы всегда можем выехать, и минут через 40, там, через час мы можем оказаться в горах. Зимой едет молодежь поиграться в снег, покушать суджук. Кстати, суджук. Давно хотела поднять этот вопрос. Наши туристы приезжают, когда хотят выбрать квартиру, например, и покупают суджук. И почему-то едят его сырым. Это очень невкусно, потому что здесь суджук, он сырой, его нужно обязательно жарить. То есть, пожалуйста, жарьте наш суджук, который продается в Турции в магазинах, где написано суджук. Потому что наши приходят всегда в офис и говорят, какой у вас плохой суджук, невкусный. А говорят, оказывается, они в сыром виде его употребляли, он же сырой. Почему это происходит? Когда мы поехали в Москву на выставку, я увидела русскими буквами написано тоже суджук, это колбаса. Видимо, из-за того, что названия схожие, все думают, что варить не надо и что это колбаса. Но я не пробовала, но мне тоже хочу в следующий раз, когда поеду на выставку, обязательно попробую суджук. Мы, кстати, будем и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Украине, и в Дубаях, и в Казахстан обязательно. Сейчас пока отложили чуть-чуть, но с точными датами мы выставим на своей страничке. То есть у нас есть инстаграм-странички на арабском, на русском, на турецком, мой личный Эльза Мерсин. То есть у нас вся информация каждый день активно выкладывается. Все изменения в Турции, там какие-то новости, вы всегда можете подписаться. И если даже вы не являетесь, например, клиентом, вы можете следить за всеми новостями в Турции. То есть мы с удовольствием выкладываем всеми новостями. Можно некоторые темы вместе оспаривать. То есть вы можете писать, какие вам темы интересны. Например, сегодня мы едем снимать снег в горах. Может, вам что-то интересно, например, про какую-то школу. Будем подбирать и потихоньку снимать, например, интересующиеся вас темы. Обязательно пишите.
Еще я заметила, не знаю, когда вы приезжали в Мерсин, видели ли вы то, что всю ночь летают летучие мыши? Они такие маленькие, красивые, симпатичные, но ни разу вблизи не видела. Но их много. То есть вечерами, когда вы видите, что что-то черное летает, это летучие мыши. Видите, какие красивые горы. Мне этим очень нравится Мерсин, то, что с одной стороны горы, с другой стороны история, с одной стороны там море и климат. То есть мне очень климат подходит. Хотя летом довольно-таки жарко. Это мы какую-то деревню проезжаем. И вот мы в Фындык-Пынар заехали. Здесь много домов. Летом он полностью заполняется, хотя есть и местные жители, которые живут и летом, и зимой. Здесь открылся недавно новый отель. Скоро у нас будут тоже съемки. Это отель именно как бы в лесу. И очень интересный концепт. Можно из лука там пострелять. И сейчас, секунду, здесь. Где у нас? Прямо едем. И очень много со всей Турции едут в этот отель. Преподаватели там пилатеса проводят йогу, например. Умиротворение с природой. Плюс 2 градуса здесь уже. Едем 18-15 время. 0 градусов. Мы же в горах, видите. Осталось совсем немного. Видите снег? Уже снег. Вот. Значит, гололед. Так что я сбавляю. Ой, смотрите, какая красивая картинка. Сосны, небо. Сейчас разворот. Ой, да, поворот. Мне легче на турецком общаться, но уже на русском уже легче, чем было, потому что раньше караул, уши висли. И вот мы видим с вами снег, то есть любой желающий, кто соскучился по снегу, может оказаться буквально в час езды. Я давно не слышала этот звук снега, вот этот вот. Звук детства. Можно в снежки играть. То есть единственное жалко, что мы вечером... Вот он снег. Вечером, но тоже по-своему прекрасно. Сейчас поедем в ближайшую деревню и поищем сундук. Также вы можете поехать на горнолыжный курорт. Это 4 или 5 часов езды, где Эрджес горы. И окунуться полностью, погрузиться в зиму. Хороший горнолыжный курорт. В основном приезжают иностранцы, то есть со всех стран. Вы не будете себя чувствовать иностранцами, потому что там будут все иностранцы. I'm a little bit steady, but still a little bit rolling stone. I'm a little bit heaven, but still a little bit flesh and bone. Little found, little don't know where I am. I'm a little bit holy water. Вот именно вот такая печка пользуется популярностью в Турции. То есть даже если у вас будет домик в деревне или в таких горных районах, здесь тоже все обогревают дома практически вот такой печкой. То есть туда открываешь, кладешь дрова, и очень популярно сверху ставить каштаны.
и очень вкусно получается. У нас даже в старом офисе тоже стояла печка такая большая, и когда я приехала первое время, мы установили даже ванную комнату, потому что жили в негазифицированном районе, и очень тепло, прямо. Сейчас до сих пор в Мерсии, например, в Агдене, Старсу, Сторусар, там много мест, где каждый дом отапливается вот с таким, по-турецки называется соба, отапливает собой. Совсем скоро суджук будет готов. Не могу собрать мысли, пока готовится суджук. То есть я с вами разговариваю, но мои мысли вот там. If we pass in the night, then just hand me a light and tell me you burn just like me. I'm a little bit steady, but still a little bit rolling stone. I'm a little bit heaven, but still a little bit flesh and bone. Little foul, little don't know where I am. I'm a little bit holy water, but still a little bit burning man. Burning man. Still just a burning man. Just a burning man. Всем спасибо за внимание. С вами была Эльза, агентство недвижимости Дип Гайремикгюль. Вот такой железная Печка пользуется популярностью в Турции. То есть раньше, когда в районе безгазового отопления, мы такое устанавливали прямо в ванной комнате.